Несмотря на большие потери, гитлеровцы рвались на восток. Утром 10 июля части Московской стрелковой дивизии заняли оборону на берегу реки Ардов, западнее города Орша. И сразу же на них обрушились удары немецкой авиации и артиллерии, а затем начались атаки пехоты и танков. Москвичи стояли насмерть. Многие фашисты нашли здесь свою гибель от меткого огня мотострелков. Были отбиты 5 танковых атак врага, но он не прекращал попыток пробить брешь в нашей обороне, подбрасывал на поле боя все новые и новые силы. И вот уже в 6-й раз двинулись немецкие танки в атаку на огневые позиции советских артиллеристов. Началась грозная дуэль между танками и орудиями. При отражении этой атаки бессмертной славой покрыл себя наводчик орудия старший сержант Николай Дмитриев. Еще в мирное время он был замечательным мастером своего дела, дисциплинированным и исполнительным воином. За успехи боевой и политической подготовки удостоился знака отличника РККА. Подлинное боевое мастерство, смелость и отвагу показал сержант Дмитриев и в боях. Вместе с товарищами по орудийному расчету за 10 дней он уничтожил 5 танков, 8 пулеметов и несколько десятков солдат врага. Как только была подана команда «Расчет к орудию» по танкам «Бронебойным огонь», Дмитриев занял свое место наводчика. Проворно вращая ручками подъемного и поворотного механизмов, он навел перекрестие панорамы в башню головного танка. Секунду выждал и нажал спусковой крючок. Раздался выстрел. Вражеский танк замер. Еще выстрел для верности. Над башней показался дымок. Второй танк успел выстрелить по орудию. Взрывной волной Николая швырнуло к станине, и он потерял сознание. Сколько продолжалось беспамятство, он не знал. Может быть минуту, может быть и 5. Когда пришел в себя и огляделся, то первое, что бросилось ему в глаза – безжизненные тела товарищей. Неужели один остался? Нет. Кто-то шевелится. Это был командир орудия, молоденький сержант, только сегодня прибывший в расчет. Дмитриев приподнялся и, превозмогая боль от раны в плечо, подполз к сержанту. «Куда вас?» – спросил он. Командир орудия открыл глаза, тихо, но твердо приказал: «К орудию, по танкам. Огонь!» Николай, чувствуя, как с каждой минутой силы возвращается к нему, встал на ноги, дослал снаряд казенник, потом прильнул к панораме, приземистые бронированные машины ползли на орудие. Выстрел. Один танк остановился. Теперь бы сразу по второму ударить, но надо зарядить орудие, потом уточнить наводку. Бегут драгоценные минуты. Был бы еще кто-нибудь. Нет никого. Самому надо все делать. Дмитриев взял снаряд, зарядил орудие, секунда и перекрестие панорамы на башне фашистского танка. Выстрел. Есть. Дмитриев о себе не думал. Перед его глазами стояли товарищи. И еще несколько минут назад живые, веселые. Они лежали мертвые и словно зывали к нему о мщении. За них самих, за их матерей и жен, за поруганную, родную землю. Дмитриев действовал почти автоматически, не обращая внимания на то, что враги вели частый огонь по нему, и снаряды разрывались близко. Подбил еще один танк. Теперь их уже 4 и 2 бронетранспортера. Когда врага отогнали, наши солдаты нашли сержанта Дмитриева у орудия. Он был тяжело ранен. В госпитале хирурги извлекли из его тела 17 осколков. Он выжил. А вскоре Президиум Верховного Совета СССР за этот подвиг присвоил Николаю Михайловичу Дмитриеву звание Героя Советского Союза.